Так что ж получается, выхода у людей нет? Конечно, есть выход. И этот выход, он очень банальный. Я об этом очень часто говорю на первых ступенях. Этот выход, он банальный и очень смешной. Этот выход заключается вот в чем. Дело в том, что весь социум, он делится на людей, которые служат злу, и людей, которые служат добру. И зло очень часто занимает высшую позицию, его больше. Каким образом люди служат злу? Давайте вспомним слова. Они такие очень духовные, они звучат так. Вера, надежда и любовь. И эти слова, конечно же, они есть в любой религии. И в исламе, и в иудаизме, и там, в шактизме, и в джаизме, и где только там можно придумать. То есть везде есть вот этот элемент веры. Но здесь я хотел бы поговорить о вере некой, которая не является верой в Бога, а поговорить о вере во все хорошее. Вот смотрите, большинство людей, которые живут во всем мире, они верят во все плохое, они самые настоящие пессимисты. Они ищут постоянно информацию, их подогревают в том, что все будет плохо, в том, что будут войны, в том, что все будет плохо, в том, что еды не будет, в том, что дети заразятся, в том, что прививки не надо, в том, что там и так далее, и так далее. И они становятся на сторону зла. То есть они живут по принципу веры в то, что будет все плохо. А этим занимается зло. Что необходимо сделать людям? Каждое утро просыпающиеся люди на стороне добра должны говорить: все, что не происходит в моей жизни, это все будет только в лучшую и в хорошую сторону. И каждое событие человек должен заканчивать словами: это будет только, это принесет все только хорошие события. То есть я обычно говорю, там, получилось, не получилось, я говорю, да это только к хорошему приведет нас. Все нормально. Быть добру. И вот все время я это делаю уже на протяжении 20 лет. Знаете, ни разу не пожалел. И это дает оптимизм, дает внутреннее желание, внутреннюю веру. Веру во все хорошее. Люди, не теряйте эту веру во все хорошее. Товарищи, будьте теми, кто будет иметь такую веру. Желайте такую веру. Делайте для себя. Каждое утро говорите себе: в моей жизни будет только все самое хорошее. В моей жизни будет только доброта, любовь и милосердие. В моей жизни все будет у меня получаться. В жизни моих детей все будет получаться. Все будет хорошо. У всех будет хорошо. У людей, которые живут, у этих президентов все будет хорошо. У обычных людей, у больных, пусть все будет хорошо. Когда количество людей, которые живут по принципу, что все будет хорошо, таких долбанутых оптимистов будет больше, чем вот этих бесконечных пессимистов, то добро победит. И тогда те люди, которые управляют страной, как бы это ни было странно, изменятся. И мы, люди, эзотерикой занимающиеся, мы, люди, которые занимаются именно вот такими науками, мы должны стремиться к этому, быть примером оптимизма, быть примером вот такой веры. Веры во все прекрасно, веры, что все равно, несмотря ни на что, будет хорошо. Мы должны верить, не поддаваться сомнению, не переходить на сторону бесконечного поиска, почему плохо и насколько будет плохо. Потому что так мы становимся служителями зла и в дальнейшем приходим к тому, что сами того не понимая, думая, что все должно быть хорошо, становимся на сторону тех людей, которые и толкают вот такой поезд в пропасть. Обвинил всех нечаянно. Извините, конечно, что это сделал. Майя Беридзе: здравствуйте, Андрей Андреевич, я видела вас во сне. Не надо мне во сне видеть. Дело в том, что я люблю свою жену, и мне бы хотелось, чтобы во сне приходила только она. А чужие женщины пусть, в общем-то, меня не видят, пожалуйста. Потому что женщины, они обычно такое могут наснить, что как будто мы брат и сестра. Ну, хоть брат и сестра. Вы мне подарили браслет, и второй раз видела, вы сказали, что будете чистить меня. Спасибо за ответ. Знаете, и первый, и второй сон хороший. Пусть он будет, знаете, давайте без снов. Какая разница, что снится? Ну и что, снится и снится. Женя Анисима: дочь оканчивает 9 класс, собирается поступать на архитектора в другой город. Правильно ли это? Да. Огромное спасибо за все, что делаете для людей. Я люблю шить, но не понимаю, стоит ли мне дальше развивать бизнес. Да. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можете ли рассказать о человеке Улар Гесер? Это человек или звание, должность или конкретная историческая личность? В интернете не дает ответа, только в кино. Улар Гесер — это мое духовное имя. Его мне дал в свое время Патрул Далкар. И этот Патрул Далкар — это был человек из Китая, который сказал, что твое духовное имя Улар Гесер. Точно так же я вам дал ваши духовные имена, которые вы не должны говорить вслух до того момента, пока вы не станете учителем. Почему Улар и что такое Гесер? Гесер — это король, Улар — это птичек, которые есть в Тибете. Это
такие как куропаточки или такие как перепелочки. Это маленькие такие птички. Почему такое имя у меня? Дело в том, что это дало мне со временем такую возможность, чтобы у меня появилось желание делиться информацией, которая связана с эзотерикой, волшебством, магией, с обычными людьми. Не только самому жить, вот как я живу, не только зарабатывать на этом деньги, а делать это вот так безвозмездно для людей. Обычно люди, которые пишут: Дуйко, он зарабатывает деньги и так далее. Скажите, как же я сегодня зарабатываю на вас деньги? Вы же пришли бесплатно, слушаете это бесплатно, и я вам бесплатно об этом всем рассказываю. И где же я заработал? Он зарабатывает на том, что люди смотрят его YouTube канал. А я вас умоляю, я вас умоляю. Это настолько мизерные деньги. У меня есть бизнес, он меня кормит, и в общем-то все хорошо в этом у меня смысле. Я не ставлю на первое место эзотерику, но и не хаю ее и как бы не отталкиваю от себя. Получается на этом зарабатывать? Зарабатываю. Нет, не сильно расстраиваюсь. В своей жизни могу сказать, что будучи человеком, который может служить кому-то, имел ошибку служить людям из высшей исполнительной власти. Много лет работал на тех людей, которые решали вопросы, становились чьими-то там руководителями, становились депутатами, министрами. Поработал я даже с президентами некоторых стран и премьер-министрами, и знаю это все вот очень четко. Зарабатывал ли я на этом деньги? Конечно же, да. Работал и как ясновидящий, и работал как там другой человек и так далее. Но могу сказать, что мне более приятно служить обычным людям, потому что я понимаю, что влияя на тех людей, изменить что-то невозможно. Почему? Потому что сам социум, который сражается, который бесконечно пессимистичен, создает образ тех людей, которые в этом пессимизме имеют как бы высший элемент власти. То есть они не могут привести людей в такое состояние, чтобы люди радостные были, оптимистичные. Поэтому они делают хуже, взрывают кого-нибудь, поджигают, стреляют и так далее, делают теракты. Почему? Но как же эта система может работать, если вокруг одни пессимисты? Разве можно изменить пессимистов? Им нужно подыгрывать, конечно, они должны это получать. Почему? У меня был такой человек, он со мной начал спорить и говорить: Андрей Андреевич, нет, оптимизм ни к чему не приводит и так далее. И мы были вместе тогда в бане, это было 18 лет назад. И там в бане человек один хотел мне предложить бизнес такой, и этот бизнес, это была консистенция такой определенного вида деготь кислый, который делается из молодых побегов ели, а я тогда медициной занимался, и очень едкий такой запах был вот этой консистенции. И он мне предложил эту консистенцию продавать, там заниматься, и я решил там подумать и так далее. И у нас вот такой разговор в бане был, мы были 3 мужчины в бане, я ему говорю: послушай, возьми сейчас вот это деготь и намажь вот так себе под носом. Он намазал, и потом мы искупались, вышли на улицу, я говорю: вот смотри, дыши сейчас. Он говорит: так воняет, что я ничего не чувствую. Потом принесли картошку, он ее начал есть, говорит: зачем ты мне сказал намазать нос дегтем, теперь мне все воняет этим дегтем, я ничего не ощущаю. Я ему сказал: вот смотри, то, что у тебя под носом деготь, не обозначает, что вокруг все плохо. Не говорит о том, что вокруг запахи все плохие. Правильно? Это только ты ощущаешь плохой запах, а вокруг запахи хорошие. Просто ты из-за дегтя этого не способен ощущать прекрасные запахи, которые есть вокруг тебя. Вот смотри, картошка же вкусная, я ем, мне нравится, вот он ест, нравится. А тебе невкусная, потому что у тебя деготь под носом. Я тогда ему сказал: послушай, будь оптимистом, убери это деготь. Так люди, пессимисты, они даже во дворце грязь будут находить. Так человек пессимист, он себе постоянно чем-то мажет глаза, нос, уши и находит во всем только самое плохое. У него прекрасного ничего не будет. Это люди зла, они переходят в вечное вот такое бесконечное зло. Зачем оно вам надо? Живите с надеждой, живите с радостью и, конечно же, живите с элементом веры во то, что несмотря ни на что, для вас, а как у всех, не важно, а у вас будет все прекрасно, хорошо и быть добру. Уважаемый Андрей Андреевич, первый день страстной недели моя старшая дочь сильно разругалась утром с младшей сестрой и вечером со мной, мамой. Скандал возник из ничего, какие-то придуманные обвинения, критика, впечатление возникло, что говорит не своими словами, сама не знает, чего хочет. Забрала домой внука, мы помогли ребенку учиться на карантине, делаю вымаливание, восхищаюсь, обнимала. Чем еще можно... Не переживайте, это у нее разочарование в мужчинах. Такое бывает. Знаете, в чем особенность такая?
Если дети, если родители, если кто-то ведет себя неправильно и ведет себя по-хамски, грубо, ведет себя неряшливо и так далее, а вы вместе живете, говорите себе такие слова, говорите: ничего страшного, это у них работа такая. Это их судьба, это их такая вот условность, условно жизнь. Пусть эти люди такими будут, ну а нам что остается делать? А нам